Здравствуйте! Сегодняшний наш рассказ о мускатном орехе. Многие знают этот орех, но как он растет, знают далеко не все. Мускатник душистый – эндемик Малукских островов, известных как острова пряностей. Именно на этих вулканических островах архипелага Банда впервые было открыто мускатное дерево. Ежегодно с одного дерева можно получить до 2000 спелых плодов. Мускатник – двудомное дерево. Это означает, что мужские и женские цветки располагаются на разных деревьях. При промышленном разведении культуры на 20 женских деревьев высаживают одно мужское. Бледно-желтые соцветия, напоминающие цветы ландыша, достигают 6 см в длину и невероятно приятно пахнут. Главные опылители душистого муската – летающие насекомые, в частности, жуки-быстрянки. Цветение и плодоношение мускатника душистого начинается на 5-6 году жизни и продолжается в течение 40 лет. В период активного плодоношения деревья вступают только на 20-й год жизни. Плоды муската душистого относятся к типу костянка, а внешне напоминают персики. Посмотрите, эта невероятно красивая красная мембрана на самом деле называется мускатным цветом и представляет собой тонкую кожистую оболочку между косточкой и мякотью плода мускатного дерева. Этот интересный и малоизвестный продукт, получаемый из арилуса, внешней оболочки мускатного ореха, также называется мацисом. Когда оболочку удаляют, обнаруживается еще одна специя – мускатный орех. По сути, эти близнецы происходят из одного плода, но мацис в 5 раз дороже и гораздо более хрупкий. Если мацис сломается в процессе отделения от мускатного ореха, то он будет продан гораздо дешевле, чем целый. А если плоды будут собраны хотя бы на день позже срока, обе специи легко может испортить грибок. Кроме того, сборщикам также приходится бороться с агрессивными вредителями. Когда кружевная оболочка семян мускатного ореха высушивается, она превращается в желтовато-коричневую специю под названием булава. Традиционно крупнейшими поставщиками мускатного ореха в мире считаются Индонезия, Бразилия, Индия и ряд африканских стран. Очистка мациса – трудоемкое дело, поэтому в странах, где выращивают мускатный орех, в обработку включаются целые семьи. Одна из ферм мускатного ореха расположена в городе Палачи, в Индии. Здесь фермеры собирают специальный гибридный сорт двойной специи. Это означает, что фермеры Палачи могут продавать мацис по цене $50 за килограмм, тогда как в Керале, городе, производящем свинец для страны, мацис продается по цене $35. Но оба гораздо дороже американского мациса, продающегося по цене $9 за килограмм. И хотя фермеры часто не получают всей основной прибыли от собранного урожая, в Палачи им удалось избавиться от всех посредников, что позволило им обеспечить контроль над своими специями. Так что же отличает мускатный орех и мацис от остальных специй, и почему они такие дорогие? Многие склонны связывать эти продукты с праздничными моментами. Но из-за этого небольшого коричневого ореха было пролито много крови, когда голландцы пытали и убивали жителей островов Банда, производящих мускатный орех, в Индонезии, пытаясь монополизировать торговлю мускатным орехом. Они вывезли большое количество этой специи в Голландию и хранили ее на огромном складе, чтобы контролировать распространение. Мускатный орех был в моде среди богатых, поскольку считалось, что он вызывает галлюцинации. Состоятельные господа использовали мельницы для мускатного ореха, чтобы перемалывать эту пряность в алкогольные напитки. Мускатный орех также добавляли в выпечку, пироги и торты. Поселенцы в колониях считали, что орех поможет согреться и даже может помочь бороться с простудой и болями в животе. Лишь небольшая группа торговцев знала, откуда на самом деле была специя, и продавала ее за очень большие суммы. Многие хотели найти загадочные острова специй, где выращивали мускатный орех. Сегодня, чтобы отметить его историческое значение, в Сингапуре установили скульптуру мускатного ореха.
Эта замечательная скульптура, связанная с мускатным орехом, называется Nutmeg and Mace и находится у входа в торговый центр Ion Orchard на первом уровне. Эта двухтонная бронзовая скульптура представляет собой интерпретацию открытого мускатного ореха, который показывает его уникальное багровое мерцающее покрытие – мускатный цвет. Сборщики мускатного ореха готовятся собирать урожай специй с раннего утра. В период сбора наступает сезон муссонов, и поэтому после полудня обычно идет дождь. Времени на сбор урожая остается очень мало, и хотя мускатному ореху для роста нужен хороший дождь, для сбора урожая идеально подходит сухое утро. В пик сезона на ферме одновременно могут работать 10 сборщиков, но к концу сезона урожайность снижается, и работников становится меньше. Фермеры рассчитывают собрать от 800 до 1000 плодов с одного дерева. Для сбора используются алюминиевые и бамбуковые шесты. Некоторые деревья вырастают до 15 метров в высоту, поэтому добраться до плодов можно только с помощью этих длинных бамбуковых шестов. Но пользоваться ими нелегко. Приходится постоянно держать эти тяжелые шесты на весу и все время смотреть вверх. От этого у сборщиков начинают болеть шея и плечи. Мускатный орех и мацис растут вместе внутри желтого плода на дереве Myristica fragrans. Как только желтый плод раскрывается, мускатный орех можно собирать. Так выглядят расколотые плоды. Если такие плоды оставить еще на один день, то они быстро покроются плесенью и будут считаться второсортным товаром. Их стоимость упадет примерно наполовину, поэтому в сезон сбора урожая сборщикам приходится обследовать деревья каждый день, чтобы выявить свежие плоды. Особенно это важно в сезон дождей. Другим фактором, очень сильно беспокоящим сборщиков, является нашествие красных муравьев, известных также как огненные муравьи. Они массово обосновываются на этих деревьях. На каждом дереве можно встретить от 1 до 2 тысяч муравьев. Они представляют опасность для сборщиков во время сбора урожая. На маленьких деревьях гнезда муравьев обнаружить и удалить довольно легко, но когда они находятся высоко на деревьях, они могут полностью упасть на голову сборщика. Иногда они попадают в глаза, вызывая невыносимую боль. Укусы огненных муравьев могут вызывать аллергическую реакцию, покраснение кожи, отек, волдыри, тошноту, рвоту, головокружение и даже анафилактический шок. После сбора мускатные орехи обязательно моют. Это помогает избавиться от насекомых, а также облегчает отделение мациса от косточки мускатного ореха. Вначале женщины удаляют внешнюю желтую оболочку плода. Эту оболочку, как и плоды, позже продадут. Свежая оболочка съедобна. Из нее можно делать джемы или желе. Кроме того, можно сделать сухофрукты и смешать их с порошком мускатного ореха. Таким образом, получается более дешевая альтернатива ореха. Из собранного урожая удаляются гнилые плоды, а качественные помещаются в воду, промываются и замачиваются не менее чем на 15 минут. В результате такого замачивания покрытие мациса заметно сожмется и станет гораздо более рыхлым. Это самый трудоемкий и деликатный этап обработки, так как нужно отделить мацис от мускатного ореха, при этом не повредив его. Работники осторожно вставляют пальцы, чтобы обхватить орех, а затем слегка с осторожностью проворачивают его, при этом мацис отделяется. Все это делается довольно медленно. Работники, которые впервые работают с мацисом, считают эту работу трудной. Потребуется около 2 месяцев, пока новые работники не научатся правильно обрабатывать орехи, не допуская потерь. Некоторые работники считают, что мацис похож на цветок лотоса, особенно если сжать его вершину. Этим женщинам понадобится около 4 часов, чтобы обработать сегодняшний урожай. Это означает, что затраты времени на отделение мациса от мускатного ореха составляют около 100 плодов в час. Те плоды, что уже сами упали на землю, не нуждаются в таком же тщательном ощипывании. Они уже достаточно рыхлые, и их легче отделить из-за развившегося на них грибка.
Стоить такая продукция будет в 2 раза дешевле свежих плодов, не содержащих грибков. Высшее качество работы – это когда удается успешно очистить все плоды, при этом не повредив ни одного мацеса. После того, как мускатный орех и мацес разделены, обе специи необходимо высушить на открытом солнце. Если жара будет слишком сильной, то орехи могут расколоться, поэтому через день фермеры переносят их в тень. При сушке в тени аромат специй также сохраняется. Некоторые фермеры сушат мускатный орех и мацес в духовках, но фермеры палачи предпочитают сушить их в более мягких условиях, чтобы сохранить структуру. Мацес сушат примерно неделю, сам мускатный орех примерно 2 недели. Все самые лучшие мускатные орехи и мацес без всяких грибков после сушки помещают в отдельные бочки, где они могут храниться в неизменном хорошем состоянии более года. Однако в разных частях мира мускатный орех и мацес могут быть не одинаковыми. Например, специи, собранные в Вест-Индии, в таких местах как Гренада, имеют более светлый цвет и более мягкий вкус. Мускатный орех и мацес, выращенные в восточной части Индии, стоят гораздо дороже, так как в них более высокое содержание масла, что придает специям более сильный аромат и вкус. Эти специи из палачи и его главного конкурента из округа Керала оба относятся к категории восточно-индийских специй и могут продаваться вдвое дороже других сортов. Большую часть прибыли фермерам в палаче приносит мацес. Прибыль от него примерно в 5 раз больше, чем от мускатного ореха. И хотя урожайность в палаче на 40% ниже, чем в округе Керала, у фермеров есть свои преимущества. Дожди в палаче менее интенсивны и менее продолжительны, а это значит, что риск порчи мускатного ореха намного ниже. Мускатный орех из палачи более ароматный и здоровый. Соответственно, цена в палаче около 480 рупий за килограмм, а в Керале 320 рупий. И хотя палачи является идеальным местом для выращивания специй, их высокая ценность обуславливается не только местом, где они выращиваются, а также как они выращиваются. Фермеры из палачи сумели добиться того, что их мускатные орехи и мацес стали в 2 раза крупнее и толще таких же плодов со всей Индии. Для этого фермерам потребовались годы, чтобы вывести гибридный сорт, который обеспечил палаче конкурентное преимущество. В питомнике выращивают гибридную рассаду. Фермеры используют современную агротехнику совмещения культур. Это означает, что почва распределяется между 2 культурами, что улучшает удержание воды и идет на пользу растениям. Идеальными промежуточными растениями для мускатных деревьев являются кокосовые пальмы, прежде всего потому, что они обеспечивают необходимое количество тени. Но такое превосходное качество не всегда признавалось и соответствовало требованиям крупных потребителей региона. Поэтому всякий раз, когда приходило время продавать, фермеры палачи разочаровывались в своем бизнесе. Они зависели от крупных городов, знания и опыт которых позволял им продавать свою продукцию. Чтобы быть как можно более независимыми, фермеры создали кооператив, и все стали следовать определенным методам выращивания. Это позволило получать лучшее качество продукции и самим устанавливать цену. Вместе они теперь выращивают мускатный орех на площади около 500 акров. На плантациях работают местные жители, которые живут здесь много лет и имеют большой опыт сбора и переработки мускатного ореха. Плантации дают людям работу и позволяют иметь неплохой заработок. Кроме того, они счастливы, что производят устойчивую и экологически чистую продукцию. Для мировой пищевой промышленности это имеет большое значение. Таким образом, успех кооператива палачи напрямую повлиял на качество жизни как местных фермеров, так и рабочих. Теперь свою продукцию они продают по всему свету. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!